Всем привет! Сейчас я расскажу о своей задумке и своей цели в реализации настроечного стенда для скутерных двигателей. Вот мы имеем двигатель Piaggio Big Block 180 кубов. Раньше я для его сборки использовал вот такой стенд. То есть двигатель крепится вот этими ушами сюда. И здесь просто подвешивается за ухо амортизатора. И я его собирал, чтобы двигатель не валялся на столе и чтобы это было делать удобно. Теперь же я хочу сильно усовершенствовать свою конструкцию и создать большой стол размером метр в длину, полметра в ширину и метр в высоту, где будут крепиться, возможность крепить разные двигатели разных размеров. То есть фактически я хочу сделать стенд для всех двигателей, на котором их можно будет запускать, контролировать полностью все параметры и настраивать как трансмиссию, так и карбюраторы, так и инжекторы, так и сквиш, и буст, и все остальное. Также вот моя задумка. Это двухцилиндровый Big Block. Вот прототип соединения, расширение под 2 цилиндра. Собственно, цилиндры ставятся вот так. Я приложу фотографию. И вот этот вот для них уже не годится. Он слишком маленький. Также у меня в планах сразу после создания стенда это турбомотор Веспы Piaggio Quasar. Ставится много куда, не только на Веспу, но в конкретном случае у меня Веспа с этим мотором, и я ее буду турбировать. Стенд будет большой, чтобы у него была возможность установить расширительный бачок, топливный бак и радиатор. Помимо этого всего топливные насосы под инжектор, под карбюратор, аккумулятор и куча датчиков и возможностей контроля за параметрами двигателя. Такая у меня задумка. И приступаю к ее реализации. Привезли мне материал. Профиль квадратный 30 на 30, профиль квадратный 20 на 20, полоса 8 мм толщиной и уголок 20 на 20 и 40 на 40. Начал размещать панель приборов. Вот сами приборы, которые у меня будут. Тахометр, давление масла, качество смеси, буст, вакуум, вольтметр, температура воды, температура масла, температура выхлопа, блок предохранителей, дополнительный высокотемпературный датчик оборотов и блок с кнопками. Сейчас я в первую очередь доразмечу панель с приборами и начну размечать металл, резать его и варить, собственно, стол. Я снял кнопки с панели, достал эти датчики и буду сейчас размечать. Так, теперь по предварительному чертежу надо посчитать, сколько уголка резать для столешницы. То есть высота метр, ширина метр, глубина полметра. Соответственно, надо уголок 40 на 40, 6 по метру. И уголок 40 на 40, 2 по полметра. Начинаем отмерять. Готово. Уголки нарезал. Теперь соединю струбциной и обточу на гриндере, чтобы они были все одинакового размера.
посылок. Вот такие резиновые втулки. Это, скорее всего, датчики включения вентиляторов. Да. Да, вот датчики под разную температуру и разный размер резьбы. Контакты и втулки побольше. Подставка для аккумуляторов. Вот так это будет выглядеть. А здесь у нас вот такое огромное крепление для воздуходуйки. Последнее, что осталось, это ветошь и колодки для машины. А вот зачем датчики и резиновые втулки. Возьму датчик на 90 градусов. Воздушная тревога. Я тут немного не снимал. За это время вот я успел сварить столешницу, начать делать переднее крепление двигателя на заготовке. Сейчас их буду размечать и сверлить. Нижнее отверстие сделаю на расстоянии 100 мм и каждые последующие по 50. Вот так, отверстие готово. Я тут за кадром убрал стружку. Теперь мне надо сделать две перемычки. Одну сверху, одну вот в этом месте. Так, крепление готово. Такое оно получилось. Осталось его приварить сюда и сделать усилители сюда, чтобы оно не гнулось. Вот один, второй. И можно будет заниматься задним креплением. Оно будет Г-образное с креплением сверху под амортизатор. Я сегодня не снимал рабочий день, но покажу, что было сделано. Вот доделал, проварил, усилил переднее крепление двигателя. И все, оно полностью готово. И прихватил ножки на точке, не ножки, а опоры ножек. Снизу приварил гайки. И осталось приварить к ним усилители и обварить. И буду заниматься задним креплением. Так, вот я доделал ножки, проварил, усилил. Вот так получилось. Также эту закончил полностью, дочистил, поставил на свое место. Приварил вот сюда квадратный профиль в качестве усилителя и сварил стойку, просверлил отверстие. Это будет заднее крепление двигателя. Следующим делом начну делать для нее крепление.
Она будет упираться сюда и сюда. И сюда вниз. Нужно ли будет усиливать или нет, пока не знаю. Посмотрим по ходу дела. Также она должна будет двигаться от края к центру. Сделаю, наверное, у нее 4 позиции с ходом 30 миллиметров. Возможно, больше сделаю, посмотрим. Еще немного я продвинулся в создании стола. Приварил 2 профиля, этот и этот для усилителя, для усиления, чтобы когда создается нагрузка, заднее крепление не отгибалось ни вперед и назад. Приварил здесь площадку. Вот она. Завтра сделаю. Сюда 2 косынки. Одну так. Примерно. Вторая будет здесь. И крепиться к нижнему профилю. Также надо будет просверлить отверстие здесь и в нижнем крепление. И несколько отверстий здесь для регулировки вправо-влево под разные двигатели, у которых крепление амортизатора в разном месте. Также здесь заварил торец. В принципе, я думаю, скоро будет готово. Так, основание стола и крепление двигателя можно считать, что готовы. Останется чуть-чуть швы дообработать, но это уже потом. Я закрепил, все получилось жестко, надежно. В общем, следующим делом нужно ставить бак, ставить радиатор и делать панель приборов, которую я раньше чертил. Скорее всего, с панели и начну. Несколько дней не снимал. Вот что я за них сделал. Крепление приборной панели. Вырезал отверстия в панели для кнопок и для датчиков. Она будет сюда вставляться. И сзади будет проводка. Сделал снизу дополнительное усиление и крепление бака, крепление расширительного бачка и радиатора. Вот так это выглядит. Поставил двигатель на досочке. Займусь креплением двигателя. И когда оно будет готово, надо будет сделать сюда полку, к которой будет крепиться там помпа, топливный насос и прочее. И потихоньку заниматься внедрением приборной панели. Основная часть уже выполнена, но работы все равно еще очень много.